Альфа-битва в минувшие выходные в Таллине в тире Альфа. Очень интересный матч, мне очень понравилось. Много мелких сложных поперов, ноушоты металлические. Две Чарли, 6,71, хит-фактор 8,34. Это означает, что в одну секунду мы либо набираем, либо теряем 8 с чем-то там очков. Чарли у нас стоит 2 очка, соответственно, у нас Чарли будет нам обходиться в 24 сотых секунды. 2 Чарли это 0,48. Добивать или нет, решайте сами. Успеете добить за это время или меньше. Будете в шоколаде, не успеете, просто потратите время впустую. Это было длинное упражнение, я прошел его за 20,52. И 5 Чарли у меня было. Хит-фактор итоговый получился 5,85. Если мы возьмем максимальное количество очков 130 и разделим на этот хит-фактор, то получим 22,26. Это так называемый альфа-тайм, то есть время, за которое стрелок может пройти стейдж с тем же самым хит-фактором, если соберет все очки. Ну, то есть фактически разница между альфа-таймом, таким идеальным временем, и тем, что я продемонстрировал, где-то около 1,7 секунды. То есть у меня, в принципе, было полно времени поцелиться почетче и, не выпендриваясь, собрать все, что там было. Но на самом деле нет. Так бывает достаточно редко. Конечно, можно было вместо 5 черлей посадить парочку только. Но вот тогда бы... Вот смотрите, да, я сейчас обстреливаю вот эту группу мишеней и начинаю двигаться назад уже, пошел, и делаю 2 выстрела. Что это дает? Это дает мне довольно существенную экономию времени на разгоне, потому что тело уже начало двигаться, и разгонять его из статического положения гораздо дольше, чем уже с едущего. Стартовать с колес это называется. Но при этом я, естественно, увеличиваю шансы на то, что мои попадания будут, ну, не настолько кучными. А не настолько кучными в моем случае это Чарли, ну, в худших случаях, конечно, может быть и Дельта. Если мы здесь видим движение, которое экономит мне время именно ногами, значит, это риск, опять же, посадить здесь не альфу. Здесь, конечно, были и ошибки, чисто ментальные, потому что тот самый начальный поппер, на котором я немножечко затормозился, не был уверен просто в том, попал я в него или нет, что-то как-то я засомневался. И вот головой, видимо, зацепившись за эту ситуацию, здесь уже немножко в центре рассыпалась концентрация. Вот эту мишень, которую я сейчас обстреливаю, практически остановившись, я вообще-то почему-то представлял себе как мишень в движении, но двигаться там особо некуда, потому что она видна уже только по приходу на угол. И вот чтобы от этого разочарование, так сказать, получить индульгенцию, я в прыжке вошел в последнюю позицию и там дострелил все, что видел. Прыжок вот этот был спровоцирован как раз с желанием нагнать время. Это не совсем правильно, с одной стороны. С другой стороны, ну, победители не судят в данном случае. Если у меня это получилось, то почему нет? Можно перемещаться как угодно, лишь бы это было для вас эффективно. Главное не терять прицельные. Крайне интересное стартовое положение, когда ты полностью разряжен, а магазин у тебя лежит на бочке, за спиной нужно присесть, одновременно выбрасывая ногу в сторону движения, выхватывая пистолет, все это вместе зарядиться и по приходу не стоять, чтобы завершить зарядку, наводку, формирование хвата, прицеливание, а сразу делать выстрел. Времени здесь ни на что нет. Это стартовое положение принуждает стрелка выдавливать из каждой ситуации эти десятые доли секунды. У меня получилось на все про все 10:45, но я долбанул таки в ноушут. Видите, да, за синим падающим сейчас мини-поппером справа на 3 часа отметина в железяке. Просто потому, что навелся по привычке в белый поппер. Привычка.
Хорошее техническое среднее упражнение. 2 позиции, в каждую из которых сначала нужно войти, поэтому со старта мы куда-то бежим, и там начинаем уже формировать хват, и в подбежке поражаем первый чемодан, а дальше меняем темп и аккуратничаем на дальней мишени. Между этими позициями у нас есть стрельба в движении по фронту. Ее проще всего холостить, потому что патронов обычно на такие упражнения, как стрельба в мишени под ногами, жалко, да и в тирах не всегда есть достаточная ширина. Здесь мы опять фигачим в ближнюю мишень и делаем перенос с ближней мишени на дальнюю, где аккуратничаем. Мини-попера опять же за ноушутом. Очень интересный стейдж. Нужно развернуться на 180 градусов, нужно дослаться, нужно стрелять одной рукой. 3 ноушута. Центральный восьмиугольник относится к мини-поперу, насколько я могу понять. И, соответственно, в него только одно штрафное попадание вам должны засчитать, даже если вы туда попадете несколько раз. Ну, туда-то я как раз не попал. А вот в левый мини-поппер я попал. И поскольку у нас всего 35 очков здесь на этом упражнении максимальное количество, 10 очков за штрафное попадание — это минус 30% от всех очков на стейдже. Но после просмотра этого видео я немножко сомневался, сделал ли я все безопасно. Обратите внимание, я сейчас разворачиваюсь, и тело еще до конца не развернулось, я выхватываю пистолет, но вот с этого угла и в 240 кадрах в секунду, спасибо Илье, мы видим, что пистолет не пересекает виртуальную стену, которая делит пространство на up-range и down-range. Все безопасно. Еще одно скоростное упражнение. 5.48, 2 Чарли, хит-фактор 8.39. Лучшие времена здесь были за меньше 5 секунд. Ну, здесь слишком много качания вертикального. Видите, я туда-сюда. Здесь я ошибся при переносе, потому что планировал я сначала сделать какой-то шаг, стрелять дальний картон, а потом заканчивать левой системой. Но по ходу дела передумал. Ничего такого интересного, технический стейдж. Хочу сказать спасибо всем организаторам данного матча, дизайнерам упражнений, судьям, которые столько времени тратят своего на то, чтобы мы могли получить удовольствие от стрельбы, и все это происходило безопасно. Своим товарищам по скводу спасибо. Будьте безопасны, тренируйтесь, побеждайте, получайте удовольствие.